Дважды президент США. Какие его первые действия? Каспийская флотилия атакована и настоящие цели Курской операции. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Кроме президента, выборы в американский Сенат. Кто теперь будет принимать решения? Они будут работать над системными решениями. Пока Трампа не поздравили в Кремле, его поздравили под Кремлем. Поздравляем тебя, Трамп, с победой на выборах! Заседание министров Организации тюркских государств. Где мы указываем статус наших отношений. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Российская инфраструктура продолжает страдать от украинских беспилотников. Теперь под ударом порт в Каспийске в Дагестане. Для этого использовался беспилотный летательный аппарат типа «Летучая лисица», утверждают российские медиа. Этот дрон, переделанный из сверхлегкого самолета, способен преодолевать расстояние в 1100 километров. Но расстояние от украинской границы до Каспийска составляет около 1500 километров, что свидетельствует о модернизации ВСУ своих беспилотников для увеличения дальности полета. По данным телеграм-канала «База», в результате атаки пострадала 16-летняя жительница Каспийска. Больше информации о пострадавших не разглашают. Сбили, сама взорвалась, упала, не попали в него. Глава Дагестана подтвердил атаку и отметил, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Каспийском. Но, видимо, до этого он успел куда-то попасть. Ранее подобные БПЛА применялись для атак на объекты в Мурманской области и в Татарстане. О разрушениях пока информации не было, но предварительно атакована была база Каспийской флотилии. Дональд Трамп побеждает на выборах президента в Соединенных Штатах Америки, становится 47-м президентом США. По крайней мере, эту информацию обнародовало агентство Associated Press. Традиционно они первыми сообщают о подобных результатах. Соединенные Штаты при Трампе начнут, скажем так, передоговариваться, перекраивать карту договоренностей, как с оппонентами и врагами, так и с партнерами. По вопросу траты денег в Соединенных Штатах Трамп будет подходить как коммерсант, как бизнесмен, и за эти потраченные деньги будет, скажем так, договариваться про вполне понятные для себя дивиденды, как финансового, экономического, так и политического характера. То есть это не будет засеивание деньгами, как глобалисты это делали, да, распространяя демократию по миру. Нет, подход сейчас меняется и переходит в такие товарно-рыночные, если хотите, отношения. Но все формальные процедуры еще должны завершиться. И подсчет голосов все еще продолжается. В нашем телеграм-канале мы спрашивали у вас мнение о том, каким, на ваш взгляд, будет первое действие Трампа на посту президента США. И ваши ответы распределились следующим образом. Большая часть подписчиков нашего телеграм-канала считает, что Дональд Трамп первым делом закроет уголовные дела против себя. Второй по популярности ответ, который вы писали в комментариях, потому что сложно предугадать, что именно сделает первым Трамп. На третьем месте вариант ответа «остановит все войны», и на последнем, четвертом месте, самое меньшее количество из подписчиков нашего телеграм-канала верит, что Дональд Трамп первым делом накажет Иран. Пишите в комментариях под этим видео, что вы думаете о том, каким будет первое действие Трампа на посту президента. Спасибо вам за то, что вы принимаете непосредственное участие и в жизни телеграм-канала, и в формировании этого выпуска новостей. Не забывайте подписаться на наши ресурсы. Кроме того, если Путин еще не поздравил Трампа с победой, то отряды Путина уже это сделали. Поздравляем тебя, Трамп, с победой на выборах. Но хотим сказать, что и это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем: присылайте к нам Илон Маска
И мы его проконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На вероятную победу Дональда Трампа отреагировали и в офисе Светланы Тихановской. Там выражают надежду, что при президентстве Дональда Трампа политика США в отношении Беларуси останется последовательной и принципиальной. Безусловно, у нас есть контакты с представителями республиканцев, окружением Дональда Трампа. Мы будем укреплять и расширять эти контакты. Республиканцы перехватили Сенат, получив ключевое преимущество. Это серьезный удар по демократам, потерявшим контроль после ухода Джо Манчина. Теперь с 51 местом у республиканцев Сенат станет крепостью для поддержки всех инициатив, исходящих от Трампа, если тот подтвердит свое президентство. Для США это означает возвращение к политике активного продвижения консервативной повестки, особенно в судебной сфере. Если Трамп закрепится, его курс на реформу судебной системы получит новое дыхание, и республиканцы займутся назначением своих ставленников на все уровни судебной власти. Судебная система может стать мощным инструментом в руках Трампа и республиканцев, что укрепит их позиции в долгосрочной перспективе. Камала Харрис в случае чудесной победы оказалась бы в почти безвыходной ситуации. Ее проекты и назначения от ключевых министров до судей сталкивались бы с постоянным сопротивлением. Сенат под контролем республиканцев будет блокировать любые прогрессивные реформы и мешать экономическим планам и тормозить социальные инициативы. Это не просто борьба за власть, это схватка за то, каким будет будущее США. Но Камала Харрис отказалась выступать с речью, видимо, в штабе готовят достойный ответ. Если раньше, когда еще были демократы, когда был Джо Байден, они могли вести какую-то политику, которая отличала республиканцев от трампистов, то теперь, когда Трамп получил full house, получил Палату представителей, получил Сенат и, собственно говоря, президентскую должность, теперь республиканцы все будут с огромным процентом вероятности в едином порыве реализовывать все его видения и интересы. Да, скорее всего, там будет внутренний диалог, да, они будут работать над системными решениями, потому что Трамп, как известно, не системный политик, и где-то, возможно, какие-то решения у него будут носить определенный поверхностный характер, но в республиканской партии очень много опытных, умных политиков, которые готовы в рамках общей линии Трампа теперь ему помогать. Все карты действительно в руках сейчас Трампа, и не только по реализации внутриамериканской повестки, но и по возможности поиску новых балансов в мире. Причины штурма Курской области украинскими силами обороны озвучены украинским главнокомандующим. Александр Сырский заявил, что за почти 3 месяца операции в Курской области российские войска потеряли почти 21 тысячу человек, из них практически 8 тысяч убитыми, 12 тысяч ранены и 717 взяты в плен. Кроме того, уничтожено более 1100 единиц российской военной техники, включая 54 танка и 276 боевых бронированных машин, 107 артиллерийских орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники. Сырский подчеркнул, что Украина была вынуждена начать операцию в Курской области, чтобы предотвратить планируемое Россией наступление на Сумскую область. По его словам, российские войска готовились к атаке, и украинская сторона решила нанести упреждающий удар, чтобы сорвать эти планы и обезопасить свои территории. Эти заявления Сырского подтверждают, что Украина активно действует для защиты своих границ и предотвращения дальнейшей агрессии со стороны России. Операция в Курской области стала ответом на непосредственную угрозу, и, судя по озвученным потерям противника, украинские силы добились значительных успехов в ослаблении боевого потенциала врага. Но, несмотря на эти достижения, ситуация остается напряженной. Россия продолжает наращивать военное присутствие в приграничных районах, и риск новых атак сохраняется. Украина, в свою очередь, усиливает оборону и готовится к возможным дальнейшим действиям противника. В Бишкеке проходит заседание Совета министров иностранных дел стран, членов Организации тюркских государств. Представители государств собрались для того, чтобы обговорить укрепление тюркского мира и выделить главные направления работы. Мы
будем обсуждать те вопросы, которые, то есть мы будем обсуждать и утверждать те вопросы, которые будут в повестке дня сегодняшнего саммита. Самый главный здесь документ – это декларация, где мы указываем статус наших отношений и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Самое главное здесь определяется это политический диалог между членами нашей организации, это торгово-экономические отношения. Председательство в Организации тюркских государств в 2025 году перейдет к Кыргызской республике. Организация тюркских государств была создана в 2009 и объединяет страны, имеющие общие исторические и культурные корни. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.